Всем привет! 1 декабря 2024 года. Ну что, дождались мы первый день зимы, наконец-то. Ну, снега нет, он, кстати, был и не раз, и ледяной дождь был, и чего только не было. Виноград я не укрывал до сих пор. Я все ждал, когда пройдут какие-то маломальские морозики, там, ну, до -5, чтобы продержалась немножко, чтобы прошла закалка у лоз. Хотя в последнее время я прихожу к выводу, что скорее всего, это даже и не обязательно. Оно, в принципе, и так постепенно идет, переходит в стадию зимнего покоя. Ну, в любом случае, так как у меня сухое укрытие, я ждал, пока все-таки пройдет этап приморозков, когда мыши найдут себе уже убежище, гнезда, потому что под сухим укрытием они могут, конечно, себе свить, так сказать, гнезда. Хоть не птицы, но они тоже делают гнезда. Поэтому, ну, давайте посмотрим, какое у меня укрытие. В общем, я дождался. Было такое, что даже и снег прошил. Приходилось даже и по снегу укрывать. Один раз я вообще в январе укрывал, потому что была теплая зима. Только в январе у нас обычно начинаются морозы такие приличные. Ну, давайте сейчас посмотрим, как у меня прошло укрытие, чем. Кто давно подписан, не знает, в принципе, чем я укрываю и как. Но много новых подписчиков, которые задают постоянно те вопросы, по которым у меня уже было снято видео. Ну, всем отвечать, честно говоря, физически просто нереально. И искать мне на своем же канале ссылки для вас, ну, такое себе. Если вам самим лень, ну, извините. Ну, ладно, я в любом случае сейчас провел укрытие, передохнул. И давайте пройдемся, покажу, что у меня сейчас происходит на участке. Ну, как вы помните, вот у меня с крыши много валит снега и придавливает у меня вот здесь Аркадия. Была когда-то кадрянка, сейчас на молодой кустик у меня сидит байконура. В общем, я еще такие щиты накладываю, потому что, ну, продавливает. Конечно, дарнит не выдержит. Извините, что кряхчу, потому что простывший. Вот смотрите, у меня все эти листы порезаны под размер, все подписаны, чтобы потом не искать, не путаться. Вот этот самый первый мой дарнит, который я покупал, это он не устойчив к ультрафиолету, но он плотный, хороший, и на самом деле ему уже, я не знаю, лет 8, наверное. Я не вижу по нему проблем. Следующий я покупал уже устойчивые, но они как-то помягче. Честно говоря, это даже мне больше нравился. Ну, что есть, то есть. В любом случае, смотрите, какое сухое укрытие, шалашом. Торцы я, может быть, еще так положу лапник. У меня можжевельник растет казацкий. Торцы могу прикрыть лапником. Там как бы циркуляция воздуха будет. И все-таки от какого-то холода защита. Пока можно, в принципе, и так оставлять. Если вы часто ездите на участок, можно так оставить. Потом, когда какие-то морозы, ну, тогда можно прикрыть торцы. Я пока сейчас не прикрыл, но буду смотреть по времени. Если успею, может быть, даже прикрою именно лапником. Друзья, хочу порекомендовать вам интересный канал моего соотечественника, друга и соратника Юрия Стражева. Он выращивает виноград в условиях Западной Беларуси в городе Лида, Гродненской области, и делится этим в своих видео. Канал Юрий Стражев, ссылка в описании под видео. Переходите, подписывайтесь, жмите колокольчик и передавайте от меня привет. Вот более длинный ряд у меня. Более молодой. Шпалера здесь немножко по-другому, кстати, сделан. Ну, везде все одно и то же. Тут как бы показывать особо нечего. Вот смотрите. Вот такой тоннель. Вот так все зимует. Там создается микроклимат. Там температура будет постоянная. Если снаружи укрытие будет там минус 10-15, то здесь будет, ну, минус 3 каких-нибудь. Тем более здесь еще накроет снегом, так здесь вообще такое будет, как в термосе. Все будет хорошо зимовать. Я все укрепляю такими булыжниками, кирпичами, в общем, все, что под руку попалось. Можно, кстати, шпильками. Вот мне подсказали люди, можно шпильками. Действительно, есть такое. Потому что этот дарнит, он очень плотный, его, по идее, не должно разорвать. Ну, камни тоже хорошо, если их хватает, потому что они примерзают к земле, и их зубами не отгрызешь. Вот такие ряды. Где была короткая обрезка, я уже ряд не соединял. Вот здесь, например, у меня, видите, сплошной. Здесь у меня прерывистый. Ну, у меня здесь буквально на несколько почек обрезано, поэтому я уже тут не заморачивался. И здесь у меня не хватило булыжников, ну вот палету нашел, вот так вот прикрыл, придавил. Хотя можно было и палетой накрыть, но там просто сбоку немножко щели, поэтому, ну, думаю, уже ладно. Отрезал еще кусок дарнита, благо у меня запас был.
И все это вот так вот накрыл. Удобнее всего перекидывать через нижнюю проволоку вот цельным куском и делать такие небольшие нахлестики. У меня получается они 2-метровые. И вот с такими нахлестиками, где-то там такими зажимами, где-то так просто. Ну и вот таким цельным куском там вот целый ряд своего климата под этим укрытием. Сейчас покажу еще один способ, который, в принципе, я от него отошел. Вот примерно то же самое, но здесь не одним листом я перекидывал, а из 2 полосок. А потом их соединял такими вот зажимами канцелярскими. Честно говоря, это совсем неудобно оказалось. Поначалу мне казалось, что вау, придумал новый способ. Ничего подобного. Очень трудно натягивать одну полоску, перекидывать вторую полоску. Ну, я их между собой посшивал и такими длиннющими полосками сделал. Так лучше, конечно, не делайте. Лучше 2-метровыми кусочками накинули. Так даже спокойно можете в одиночку укрывать. А так мне пришлось еще сына припахивать, он мне помогал. Ну, конечно, вдвоем это гораздо быстрее. И натягиваешь, и камни кто-то поднесет. Ну, в любом случае, вдвоем это не один. В общем, вот так все это у меня выглядит. Ну, уже темнеет, давайте покажу, как выглядит все-таки укрытие торцов. Вот это казацкий можжевельник у меня, видите. Все-таки он от морозов немножечко, если я не смогу приехать там укрыть, когда сильные морозы будут, в любом случае здесь набросает снегом, и он будет, в принципе, прикрыт. Можжевельник, он будет к себе это все притягивать, цеплять. Вот с одной стороны получилось, вот с другой стороны. И мыши, в принципе, через можжевельник, через еловые лапки сосновые, как правило, не ходят, потому что они колючие, и им не очень нравится. Поэтому, в принципе, играют 2 роли. Все-таки торцы прикрыты раз, и мыши, у мышей меньше вероятности зимой тут забежать по какой-либо случайности. Ну вот казацкий можжевельник, вот он, красавчик. Его обкорнал безобразно, но он обрастет и будет. Он был вообще буквально метр шириной когда-то. Он разрастается, только успеваю его обрезать. Поэтому, в принципе, он мне как помощник. Все укрыто. Красота. Ну вот, участок выглядит так. Вот там у меня кусты, вот здесь кусты, вот здесь кусты, вот там. В общем, видите, все практически по периметру. Вот сейчас, кстати, видно, где находится виноград, потому что его, по сути, как-то и непонятно, откуда тут 30 кустов набралось, и 30 сортов. В общем, вот как есть, так есть. Ну и там еще вот 2 куста. Так что все, с укрытием у меня уже проблема отпала. А кто укрывает землей, такие есть у нас в Беларуси, ну, они уже укрыли, наверное, месяц назад. Потому что ждать мороза и чтобы долбить эту ледяную землю, ну, такое себе удовольствие. Поэтому они уже заранее побеспокоились об этом. Я жду спокойно, не спеша. У меня рулоны эти хранятся, много места не занимают. Ну, вот мне такой способ больше нравится. Если вам нравится другой способ, ну, пожалуйста, это же дело такое. Каждому свое. Все, народ, зимуем. Зимой мы еще с вами будем встречаться, так сказать, на ютубе, на моем канале. Все, всем удачи, хорошей зимовки. Всем пока.